Игорь Творогов. Выставка очень понравилась и показана замечательно. Это о моей выставке «Свет и цвет», которая вот недавно закончилась в Москве. Очень приятно, что вы там побывали. Ваши работы являются отражением вашей души, эмоционального состояния. Таким и оставайтесь. Буду стараться. И ваши работы всегда будут красочными, увлекательными. Помогают ли знакомые женщины в вашем окружении продвигать ваше творение? И если да, то насколько эта помощь с их стороны успешна? Но жена очень помогает, она контролирует различные, вот эту онлайн-школу, письма, там у кого-то что-то там не получается, всегда на контроле. Очень помогает, находит для этого время и к каждому письму отвечает очень все внимательно и точно. Знаю не понаслышке, что многие живописцы используют знакомства с состоятельными и ультрабогатыми леди в целях успешного творческого бизнеса, собственного производства. Насколько такие связи эффективны? Мы явственно видим на примере миллионера и мецената, некого Никоса, Николая. Хотелось бы услышать ваше мнение, вашу историю любви к слабому полу, который в последние годы так резво эволюционирует, что становится сильнее сильного пола. Еще один вопрос. Давайте про этот. История влюбленности – это такая штука. Тут важна история влюбленности в жизнь. Когда мы влюблены в жизнь, в то, что происходит, к нам притягиваются те люди, которые тоже влюблены в жизнь, а не в тебя. Тогда может случиться чудо. Мне нравится такая байка, я не знаю, небольшой текстик про бабочку и огонь. Бабочка летала над огнем и говорит, что очень любит, что огонь горит, и что она его так... она говорит огню, что ты ничего, в общем-то, и не знаешь о любви, потому что вот я, когда сгораю в тебе, я превращаюсь в ничто. Я так люблю тебя, но когда в тебе сгораю, я исчезаю и превращаюсь в ничто. А огонь говорит, что да это ты ничего не знаешь о любви. Несмотря на нашу удаленность, моя любовь превратилась в огонь от того, что моя страсть так сильна, а мы не можем соединиться. Я горю, а ты сгораешь и исчезаешь вообще, от тебя ничего не остается. А я так горю от того, что между нами расстояние такое огромное. Мне кажется, эта история важнее всех влюбленностей в жизни. И дальше Игорь продолжает: влияет ли при современной коммуникации и методах интернет-продаж место жительства художника? Или это несущественно, и художники теперь являются действительно свободными в полном понимании слова? Конечно, влияет, потому что картину покупать по интернету, такую серьезную, мне кажется, это как-то сложно, потому что энергия-то другая. Можно почувствовать энергию, когда ты рядом с полотном. Ты можешь посмотреть, приглянулось что-то, но ты ждешь все равно, если хочешь купить, ждешь встречи с реальным полотном. Тогда, значит, выставки играют роль. Сейчас в России, сами понимаете, какая ситуация. Тут вообще все в таком состоянии, что, может быть, не до живописных произведений тем, кто их покупал и покупает. Но ничего, другого времени у нас нет. Красота спасет мир, нужно спасать. Значит, делать прекрасное. В любом случае душа утончается, глядя на красоту, и человек может измениться. Надо все пробовать, мне кажется, Игорь. Надо и в интернет-продаже делать, показывать себя как можно шире, тратить на это время, но и не забывать про выставки, где бы мы с вами ни жили, в какой стране ни были. Коммуникация, выставочное пространство, общение художника с людьми, мне кажется, это очень важно. И нужно это делать, несмотря ни на что. Тратить на это средства – это
Это вливание в себя, в то, что вы собой представляете, что вы вообще натворили. Это нужно показывать, и нужно... Это гуще неких событий, это живое общение, оно сильно важно в продвижении своего искусства, того, что вы делаете. У меня такое мнение. Олег Сизаненко. В Японии цвет траура белый, в Индии, кстати, тоже. Не стоит думать про темные картины, что они депрессивны. Возьмите Шардена, мастера светлой души, практически постигшего дзен, который писал темно. И напротив, от радостных картинок Мунка веет ужасом. Ну, согласен. Все зависит от того, в каком состоянии художник брался за кисть. Да, я об этом все время говорю, а не от того, какие краски у него были. Я согласен с вами, Олег. Да, можно и вообще одной черной и белой. Ну, взять просто графику, да, тушь какую, ну, там, японские акварели или тушь. Там ограниченная палитра. И вообще одной тушью черной сделана тончайшая работа. Я полностью с вами согласен. Просто в моем случае я понял, когда писал эти мрачники, как, ну, так я условно назвал, что состояние то, и которое потом было разное. Вы абсолютно верно вы словили. Но в картинах передавалась эмоция. Конечно, не от красок зависит, но эмоция была не радостная, а была такая вот как сопереживание, мучение, преодоление, ну вот такое что-то. И оно подчеркивалось еще и цветом, цветом гаммы тех работ. Они были, конечно, и светлые, но я просто увидел в светоносных работах, там, тех, кого я видел на выставках и какие-то там в музеях, больший резонанс, ну, с душой. И меня потянуло естественным образом в изучение и попробовать так же, потому что для меня это стало органично. Вот и все. Уильям Уоллес, Станислав, хотелось бы услышать ваше мнение о Сислее. Знакомы ли с его творчеством? Ну, да, видел его работы в Париже и везде, где они есть, и в Пушкинском, по-моему, в Эрмитаже. Мне ближе Эдуард и Клод Мане. Сислей очень тонкий художник, тонкий живописец. Все импрессионисты на меня сильно повлияли. Я благодаря им начал замечать в природе цвет. Они помогли научиться различать тонкие цветовые нюансы. Друзья, мы наконец получили китайскую карточку Union Pay. И если кто-то, у меня просьба к вам, если кто-то сейчас готов, интересуется за рубежом, сделать проплату за урок, давайте это сделаем в тестовом режиме. Напишите мне либо на WhatsApp, либо письмо на почту, чтобы мы с вами связались и попробовали, работает это или нет. Удостовериться, что все это на мази, что все это работает. Чтобы я со спокойным сердцем продолжал свою деятельность, делать уроки, а вы занимались. Российские платежные системы в онлайн-школе по-прежнему функционируют, и все в порядке. Речь идет о том, чтобы были проплаты из-за рубежа. Анонс для примера из онлайн-школы, а потом еще покажу одну работу подробно. Я хочу проанонсировать новый урок, 43-й, портрет темперой, декоративное решение. Называется эта работа «Трубка мира». Несмотря на то, что он написан быстро, в нем есть некая изюминка, некий ход, с которым я хочу вас познакомить в этом уроке. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на конкретику в работе над портретом. И неважно, какой материал вы используете, любой абсолютно, но ход работы, композиционное решение, выстроенное решение, тональное и цветовое, когда буквального прочтения тона нет, но есть разделение тональных пятен, и они работают, вот это архиважно для творческой работы над портретом. Мне думается, что этот урок способен взорвать ваше вдохновение на тему рисования портрета творчески, неожиданно для вас самих.
интереснейшая задача. 43-й урок.